Привет! Зачем нужны замыкания и где их использовать? Показываю на своей рабочей задаче. Я делаю игру крестики-нолики. Компьютер уже поставил кружочек. И если я сюда нажимаю, то нужно показать анимацию, что это поле уже занято. Я делаю простую анимацию при помощи GSAP, Create Shake. И на метод PointerDown я проверяю, если это поле уже занято, то показываю анимацию. Анимация работает, но в этом коде есть ошибка. Если я буду сейчас очень быстро нажимать, то вот у меня все уехало. Это происходит потому, что каждый раз, когда я вызываю метод createShake, я не обнуляю мою переменную timeline, как я это ожидаю сделать, а каждый раз создается новая переменная timeline, и она не очищается. Это очень просто пофиксить, если я вынесу в глобальную область видимости мою переменную. И таким образом каждый раз я буду не создавать новую переменную timeline, а именно ее очищать. Вот, все работает. Но я, получается, засорил глобальную область видимости, и это плохой кейс. Давайте перепишем этот метод на замыкание, и наш код станет намного чище. Все, что нужно сделать, это просто создать функцию. То есть замыкание — это функция, которая возвращает функцию. Все. Замыкание готово. Один из нюансов, теперь нужно таргет мой перенести вот сюда. И у нас получилось две области видимости. Первая область видимости — это вот это вот. Ну, можно ее сравнить как с глобальной областью видимости, только теперь она ограничена моим методом. Теперь каждый раз, когда я буду вызывать эту анимацию, она будет обращаться к этой области видимости. И в ней сохранится моя переменная. Вот это вторая область видимости. Но теперь нужно немножко изменить синтаксис для вызова. Иначе это все не будет работать. Каждый раз я напрямую вызывал мою анимацию, и это каждый раз создавало новую переменную. То есть сейчас замыкание не сможет работать, потому что ничего не поменяется. Каждый раз создаю новую функцию. Ну да, оно даже сейчас не работает. Поэтому немножко изменим синтаксис. Я создам новую переменную. Назову ее shake. И по умолчанию она будет принимать мою анимацию. Create shake. И теперь я здесь уже буду вызывать this shake. И теперь проверим, как все работает. Вот как мы видим, я починил свой код. При этом его переписал на замыкание. Как раз если у вас есть такие кейсы, когда вам нужно что-либо запоминать, и вы не хотите засорять глобальную область видимости, то вы можете использовать замыкание. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.